Наука 2.0. Итак, я приветствую в студии Вести ФМ Андрея Витальевича Каратаева, доктора исторических наук, заведующего кафедрой современного Востока РГГУ, также ведущего научного сотрудника Института востоковедения, Института Африки РАН. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ведут программу, как водится, мы сегодня в полном составе: Борис Долгин, Дмитрий Ицкович, это наши коллеги с Полит.ру. Здравствуйте. Здрасте. Ну, это Вести ФМ, Анатолий Кузичев. У нас такая тема. Нам хотелось бы поговорить немножко о социальных структурах арабских обществ при понимании всего их разнообразия, о том, как в них сегодняшних живут какие-то более архаические формы, более новые, как мы же понимаем, про что мы хотим поговорить. Мы говорим обычно про науку, связь ее с актуальностью и так далее, и здесь она просто вот вопиет. Потому что самое главное, что происходит сейчас в мире, происходит приблизительно в Йемене. А что такое Йемен, из чего он состоит, с чем его едят? Вот у нас сегодня в Политру была совершенно блестящая такая туристическая статья про Йемен. Девушки, которая путешествует много по арабским странам, немножко знает арабский язык. Красоты картинок, красоты описаний, людей, образа жизни, каких-то отношений невероятные. И в то же время мы на это смотрим абсолютно таким американо-европейско-центристским оптикой, да, и видим, вот что мы видим и что есть на самом деле. Это нас и волнует. Сегодня волнует по-настоящему, потому что это такое зажигалово для всего мира. Вот так коротенько мы сформулировали первый вопрос. Ну да, идея понятна. Действительно, ситуация, конечно, безумно интересная, хотя, конечно, может быть, и для многих в соответствующих странах и непростая. Но ситуация интересна тем, что, конечно, с одной стороны, арабские страны удивительно разнообразные, но с другой стороны, мы действительно видим вот такую волну революции, волну потрясений, произошедших удивительно синхронно. Но поэтому, конечно, с одной стороны, хочется какой-то общий знаменатель найти. На самом деле он есть. Но, с другой стороны, здесь вот есть риск подогнать все под одну гребенку, вот недооценить все разнообразие арабских стран. Ну и события, собственно, происходят везде немножко по-разному, или даже не немножко. Ну да, но, видимо, действительно имеет смысл поговорить и про разнообразие, и про общий знаменатель. Но, кстати, с чего начнем? С разнообразия или с общего знаменателя? Давай сначала общий знаменатель. Нет, общий знаменатель, вот все-таки почему это произошло вот до такой степени синхронно? Ну вот один импульс синхронизации – это, собственно говоря, на самом деле он находится не так близко от нас. На самом деле это 1973 год, это скачок цен на нефть, но и это… Который очень отразился на Советском Союзе, надо сказать. Ну, нет, который отразился и на Советском Союзе, и на арабском, и на арабском мире сходным образом, то есть прилилась волна нефтедолларов, досталась, в общем-то, всем, нефтедобывающим странам в первую очередь. Ну, скажем, Йемену досталось тоже очень прилично, то есть и через каналы помощи, и через миграцию йеменцев на работу в Персидский залив, и через вот волну нефтедолларов, которые трудовые мигранты принесли в Йемен, то есть досталось, в общем-то, практически всем арабским странам, ну, и это способствовало ускорению модернизации стран, ну, и в том числе, и конечно… торможению модернизации в Советском Союзе. Ну, с этим надо разбираться. Давайте все-таки вернемся к общему арабскому знаменателю. Да. Так вот, одно из таких четких проявлений вот этой модернизации арабских стран – это было развитие современной системы здравоохранения. Ну, то есть, действительно, вот на эти нефтедоллары целый ряд стран смогли развернуть, то есть организовать сети там больниц, роддомов, поликлиник и так далее. Ну, и поэтому в большинстве арабских стран, вот именно мы в 70-е, 80-е годы наблюдаем резкое падение смертности, в том числе младенческой смертности, в том числе детской смертности. При этом там цифры были, то есть, скажем, общая такая тенденция, общая смертность падала раза в 3, что очень много, младенческая раза в 4, детская раз в 5. То есть, было такое обвальное падение смертности. Но при этом это происходило на фоне по-прежнему высокой рождаемости. То есть, рождаемость тоже начала в арабских странах снижаться, но с заметным запаздыванием. Ну и поэтому… А детская смертность стала падать, просто гигиена, есть стали больше комплексы. Нет, момент какой, что еще, помимо всего прочего, вот в 70-е годы большинство арабских стран выходит из мультезианской ловушки. Что такое мультезианская ловушка? Мультезианская ловушка – это вот то, что, собственно говоря, описал, собственно, Томас Мальтус еще в конце XVIII века, в самом конце XVIII, начале XIX века. Значит, это вот типичная для доиндустриальных обществ ситуация, когда вроде бы экономика растет, то, что Мальтус говорил, что производство средств существования растет в арифметической прогрессии, население по понятным причинам растет в геометрической прогрессии.
Ну, действительно, экономика растет, но темпы роста населения обгоняют темпы экономического роста, и на выходе, несмотря на рост экономики, большая часть населения живет все хуже и хуже. Допустим, происходит какая-то там инновация, происходит вот некоторый рост жизни населения, но опять-таки потом снова все повторяется, и население снова обваливается к уровню, близкому к уровню выживания. То есть вот человечество находилось в мультузианской ловушке, в принципе, вплоть до XIX века, и это было, в общем-то, одним из главных источников социально-политических потрясений в доиндустриальных обществах. Ну, Западная Европа вырывается из мультузианской ловушки в XIX веке, то есть, тоже там переселенческие колонии, это в XIX веке вырывание из мультузианской ловушки. Но вот арабские страны из нее выходят как раз вот 70-80-е годы. То есть рост населения при этом увеличивается, но темп экономического роста оказывается еще более высокими, чем темпы роста населения, поэтому рекомендуемая ВОЗ норма потребления продовольствия – это 2300-2400 килокалорий на человека, соответственно, в день. Но вот в большинстве арабских стран на начало 60-х годов эта норма потребления была ниже. То есть, где-то в районе 2000-2100, то есть заметно ниже рекомендуемой ВОЗ нормы, то есть был уровень реально недоедания. Ну, скажем, вот в Египте в том же, значит, за 70-е годы происходит скачок вот с уровня ниже этого 2300 до уровня выше 3000 килокалорий на человека в день, и теперь его уже больше, после начала 80-х годов, ниже 3000 уже в Египте он никогда не опускался. То есть Египет за 10 лет переходит с уровня недоедания на уровень переедания. То есть в Египте сейчас 30% населения реально переедает, что очень смешно, что при этом где-то 85% населения получает субсидии на питание. Еще вытекает, что где-то 15-20% переедающих египтян все равно продолжают получать субсидии на питание. То есть это вот ситуация именно с тем, что произошло в арабском мире в 70-80-е годы. То есть, в общем-то, практически все страны выходят из мультузианской ловушки. Это, конечно, важный фактор снижения смертности, просто проблема недоедания решается. Но это, конечно, очень сильно влияет и на младенческую, и на детскую смертность. Андрей Витальевич, извините, да. Вы же обещали нам рассказать именно про общий знаменатель. Но это вот общий знаменатель. Мультузианская ловушка, из которой все вылезли. Так продолжаем. Так. Значит, заканчиваем ситуацию. Значит, ситуация следующая. Происходит резкое снижение смертности, при этом рождаемость сохраняется на высоком уровне. Это ведет, естественно, к чему? К тому, что темпы роста населения ускоряются. При этом гиперэкспоненциальное ускорение. Это пресловутый демографический взрыв. При этом, значит, особенно сильно падает младенческая и детская смертность. Что это значит? Что на входе, значит, женщина рожает 7-8 детей, но в Йемене еще 8 детей на женщину, это было совсем недавно, это еще 15 лет назад, то есть это вот не какие-то фантастические цифры, это совсем недавние цифры для арабского мира, то есть 7-8 детей на женщину. То есть, значит, вот женщина рожает 7-8 детей, но в традиционном обществе из них до репродуктивного возраста доживает там 2-3, поэтому там никакого демографического взрыва, несмотря на дикую рождаемость, не бывает. Ну, а тут, значит, младенческая и детская смертность обваливаются, значит, из этих женщин по-прежнему продолжает рожать 7-8 детей, но из них теперь до репродуктивного возраста доживают... Все 7-8. 6-7, да. Но все равно, то есть... что она это по привычке рожает и рожает. Что это значит? Просто, во-первых, значит, резкое омоложение населения, резкий рост доли молодежи в общей численности населения. Но это такой пресловутый молодежный бугор. Ну, явление еще, на самом деле, в 60-е годы было открыто, но при этом, что действительно надо иметь в виду, что это вот именно закономерное следствие выхождения из мультузианской ловушки. На самом деле, в России это было до как раз Октябрьской революции. То же самое в России, на самом деле... 17-й год. Да, накануне 17-го года. В России, кстати, там дело было не в... в современном мире особый вклад вносят всякие там антибиотики, современные медицинские технологии и так далее, которые разбивают младенческую смертность. В России главным, кстати, фактором была, все-таки некоторый рост уровня жизни, в том числе и крестьянства, и переход к хатам пятистенкам. То есть, понятно, что традиционное жилище – это просто однокамерное, это значит, зимой открывается дверь, холодный воздух идет вот напрямую, в том числе на кормящих матерей, на младенцев и так далее, это фактор, мощный фактор младенческой смертности. Пятихатка – главная идея, что там появляется внутренняя стена внутри помещения, и появляется гарантированно теплое помещение зимой. И это вот совершенно имело колоссальное влияние, казалось, космическим фактором. То есть, вот есть вот гарантированное теплое место в доме, где младенцу ничего не страшно. Вот это вот, но, значит, в арабском мире, понятно, значит, нефтедоллары, выход из мультузианской ловушки, сохранение медицинских технологий, значит, сильное омоложение общества. Молодежный бугор. Стоп, вот давайте вот на этой ноте, вернее, на этой мысли мы прервемся ненадолго и вернемся к нашей беседе через 2-3 минуты сразу после коротких новостей.
Наука 2.0. Продолжаем разговор. Сегодня в «Науке 2.0» Андрей Витальевич Каратаев. И, значит, мы пытались, первую часть, мы не то что пытались, вполне с успехом пытались, некий общий знаменатель во всех арабских, на Арабском Востоке вычленить его. С тем, чтобы дальше разобраться, да, со спецификой. Кстати, почему-то мы сакцентировали, особенно Дима, на Йемене. Потому что Андрей Витальевич много занимался в свое время Йеменом. Да, ну... И потому что в Йемене сейчас главное событие происходит. Ну, это сложно сказать. В Йемене наиболее опасная ситуация сейчас, наибольший потенциал именно кровавой гражданской войны. Сейчас, простите, я должен просто сказать, что главный элемент этого общего знаменателя – это сильное омоложение, вот если все отбросить, все остальное, да, вот последнее. Не просто омоложение. Обществ не арабских. Просто омоложение, а именно молодежный бугор. Молодежный бугор. Омоложение в смысле, да, молодежного бугора. Не омоложение, не то, что все стали, людей, очень много людей такого-то возраста. Молодежи, грубо говоря. Понятно, что просто, молодежь – часть населения наиболее склонная к радикализму, опять-таки не имеющая... Требующая максимальной мобильности от еще не общества. имеющая семей, да, поэтому более легко мобилизуемая для участия в массовых движениях, скорее готовая пожертвовать своей жизнью для вроде правого дела и так далее. То есть, это, в общем, универсалия, что заметный рост доли молодежи в общей численности населения ведет к радикализации. Это известная вещь, что там, я не знаю, там те же самые там социал-демократы, дореволюционные, повсеместно мигрировали слева направо с возрастом. Практически все это была универсалия. Но что, соответственно, чем возраст человека больше, тем скорее у него будут более умеренные убеждения, чем возраст человека молодежи, тем скорее у него будут убеждения радикальные, поэтому это такой, универсальный фактор универсализации, то есть вроде бы есть публикации, где доказывается, что практически все, такие крупные революции сопровождались молодежными буграми. Вопрос про молодежный бугор. У меня такое есть представление, правильное ли оно, что этот молодежный бугор еще дает такой феномен, как детрадинализацию населения, потому что традиционное образование перестает справляться с большим количеством людей. Безусловно, с одной стороны, это правильно в любом случае, но с другой стороны, здесь, конечно, мощный фактор – это распространение современного образования в арабских странах, при этом массовое распространение, и при этом, на самом деле, как раз за последние годы были достигнуты особо серьезные успехи. Йемен, скажем, в общем-то, страна по-своему хорошо известная. Йемен, на самом деле, страна, которая находится на первом месте в мире по доле ВВП, расходуемое на образование, и по доле государственного бюджета, расходуемое на образование, это именно Йемен. То есть, в принципе, довольно мудрая политика как раз йеменского руководства, в принципе, совершенно правильно. То есть, это способ и снизить рождаемость, потому что вроде бы женская грамотность – это наиболее мощный фактор снижения рождаемости, и, собственно говоря, добиться экономического роста. То есть, политика-то была вполне разумная, но когда идет такое массовое распространение образования, то это имеет некоторые последствия, то есть неоднозначно негативные, неоднозначно позитивные. Я могу сказать характерный пример. У нас был знакомый декан гуманитарного факультета Каирского университета. Знаете, сколько у него на факультете было студентов? И есть до сих пор. Сколько? 30 тысяч. 30 тысяч? Это на одном факультете Каирского университета. Это дает представление о масштабах. Какие же аудитории? Заочники. Нет, аудитории, в Каире кто-нибудь был, не был, Каирский университет себе представить, это там, конечно, территория у Каирского университета совершенно громадная, и все-таки, конечно, аудитория переполненная, и, в общем, да, проблема это все имеет массу, но, тем не менее, еще другой характерный пример, где-то, кажется, уже все это знают, но, на самом деле, на момент начала египетской революции 43% безработных в Египте имели высшее образование. То есть, 43%? 43%. То есть, во-первых, соответственно, около 50% безработных были возраст 20-24 года, 43% с высшего образования, то есть, это огромное количество безработных высоко неудовлетворенных людей. Высококвалифицированных и достаточно молодых, чтобы иметь большие запросы. Да, но я не знаю, еще, честно говоря, этот фактор я никогда не проговаривал, но у меня там один знакомый проговаривал, но еще имейте в виду, что все-таки еще общество традиционалистское, все-таки до сих пор достаточно высоко традиционалистское, с достаточно жесткими сексуальными ограничениями, опять-таки, где жену получить, опять-таки, очень сложно. В ряде арабских стран, на самом деле, Колым только за последнее время, скорее наоборот, имел тенденцию к росту. Да еще поэтому просто и жениться довольно сложно. Так это еще, но все-таки это огромное количество молодого, высокообразованного, сексуально неудовлетворенного населения. Это тоже, конечно, еще дополнительный момент, который, видимо, дополнительно. Слушайте, нам нужно придумать тогда термин. Помните, там называли молдавскую Твиттер-революция, революция роз. А это чего? Прям боюсь предположить.
Ну, в общем, сексуальная сублимация. Сублимация сексуальных желаний, да? Фантазий. Да. Реализуемых в подобном Это один из факторов, но, конечно, вот фактор молодежного бугра, вот этой неожиданной полуобразованности с частично замещенной традиционным образованием, которое все-таки людей сдерживает и держит в каких-то культурных рамках. И вот это же тунисский тоже человек, который с собой покончил, чего началась тунисская революция. Ну, какой-то разносчик чего-то, продавец чего-то с высшим образованием. Это просто массовое явление везде. Ну, и, ладно, я просто не могу это чуть в сторону, но все-таки вот хочу про это рассказать. На самом деле в Саудовской Аравии саудовское руководство проявило себя, как выясняется, самым мудрым путем, потому что, в общем, Каддафи, видимо, подвело то, что он не последовал примеру саудовского руководства. Саудовское руководство, в принципе, осознало серьезность этой проблемы, но и поступило, на мой взгляд, на редкость мудрым образом, просто стало предоставлять саудовским безработным с высшим образованием места школьных учителей. На самом деле, конечно, большая часть все-таки этих безработных именно с гуманитарным образованием, но гуманитарий всегда может какую-то работу преподавателя в школе всегда подыскать. Опять-таки, в арабском мире должность школьного учителя она вполне почетная, скажем, что скорее при этом это очень хорошие деньги, но это совершенно удовлетворительное предложение. То есть, в общем-то, есть на что соглашаться. Вопрос, зачем так много учителей? Вопрос решается довольно простым образом, просто классы уменьшаются. То есть, еще там лет 15 назад классы были, как обычно, там 30-40, сейчас уже там 10-15 человек в классе. Но это, кстати, тоже здорово, это улучшение качества образования. Единственное, что для этого, конечно, нужно много ресурсов, для такого решения. Но в Саудовской Аравии эти ресурсы были, то есть, и у Ливии такого рода ресурсы были. То есть, конечно, только богатая страна может себе такое позволить. Бахрейн не последовал мудрому пути саудовцев. Но действительно, довольно смелое решение очень значительную часть бюджета направить на эти цели. Но это сработало, потому что взрывоопасного материала полно. Но в Саудовской Аравии, кажется, нет такого сильного демографического взрыва. Нет. В Саудовской Аравии все было то же самое. Но на самом деле на первом месте по части демографического перехода это Объединенные Арабские Эмираты, там уже ниже 2 детей на женщину. То есть, видимо, скоро уже надо начать думать уже о стимулировании рождаемости, а не о том, чтобы ее в дальнейшем снижать. Но в Тунисе, на самом деле, она уже 2 человека на женщину. Соответственно, на самом деле в Египте высоковато 2,8, но это не 8, которые, не 7, которые были еще совсем недавно. То есть, еще бы несколько лет, и все было бы в порядке. Да, нет, о том идет речь, что, в принципе, сейчас молодежный бугор в большинстве арабских стран начал идти на спад. Практически он уже к 2015 году он в странах типа Туниса и Египта должен был уже практически рассосаться. То есть все это произошло именно на самом выходе из ловушки, соответственно, эти взрывы. Но Йемен, к сожалению, к этой категории не относится. Йемену еще до выхода из ловушки, то есть до выхода из ловушки на выходе из ловушки достаточно далеко. В Йемене еще рождаемость выше 5 детей на женщину, было совсем недавно 8, поэтому это уже заметный успех. Но на самом деле Йемен очень сильно отстает от других арабских стран в плане демографического перехода, и в плане урбанизационного перехода Йемен очень сильно отстает, там до сих пор 70% населения живет в деревнях. В большинстве арабских стран сейчас уже давно больше половины населения живет в городах, в Ливии уже там под 90, там в Омане, то есть в очень многих арабских странах просто урбанизационный переход уже завершился, то есть произошло перетекание населения из деревни в город, но в Йемене это не завершилось, и это именно особенно опасное сочетание молодежного бугра с массированным перетоком населения из деревни в город. Это создает особо взрывоопасную массу. Это на Россию похоже, кажется. Да, но в этом плане в Египте, скажем, уже проблема сверхинтенсивной миграции, и в Тунисе тоже уже была более-менее решена, сверхинтенсивной миграции из деревни в город. Плюс еще высокообразованность безработной молодежи, но привели к тому, что были важным фактором того, что революции были в такой степени бескровными. Потому что в чем-то походили именно на студенческие революции 68 года, там в Западной Европе, либо на бархатной революции. То есть все-таки высокообразованная молодежь не так склонна к кровопролитию, как слабообразованная молодежь. То есть это можно уже довольно четко об этом говорить. Поэтому, скажем, в Алжире предыдущий взрыв был жутко кровавым. То есть в районе 100 тысяч человек. Сейчас, детский лепет. В Египте предыдущий, соответственно, сильный взрыв – это были хлебные бунты 1977 года, продолжались всего 2 дня, 800 погибших.
Но там главной ударной силой была малообразованная молодежь. Вот сейчас все это продолжалось, соответственно, 3 недели участвовали, многие миллионы человек, да? Просто огромные толпы, и вот такое небольшое количество погибших, при этом погибли в основном все-таки не от рук протестовавших, а от все-таки это силы безопасности плюс нанятые ими уголовники, которые все-таки дали большую часть, соответственно, смертности. То есть сами протестующие показали себя вверх джентльменского поведения. Давайте мы прервемся ненадолго, да, на новости, а потом вернемся к нашей беседе. Наука 2.0. Продолжаем разговор. Впрочем, именно продолжаем, не завершаем, потому что, возможно, мы еще и на следующей неделе, поговорим об этом. Да. Есть о чем. Ибо ситуация на Арабском Востоке, есть ощущение, что она будет продолжаться как-то быть интересной. Значит, вот извините, я пытаюсь это формализовать. Значит, у нас есть общий знаменатель, в качестве общего знаменателя молодежный бугор высокообразованных, сексуально неудовлетворенных, безработных, нередко. Безработных. Безработных, да. То есть, просто имейте... Это общая ситуация для многих упомянутых сегодня в нашей программе стран. Да, но плюс еще один фактор общего знаменателя, который действительно все-таки свой вклад внес, почему это синхронно произошло. Это, конечно, акфляция. Это вторая волна акфляции, вторая волна роста цен на продукты питания, соответственно. Но это, конечно... Ухудшение качества жизни, вот просто, которое происходит довольно быстро. При этом надо сказать, что действительно большая часть арабских стран зависит от импорта продовольствия. То есть, сейчас действительно по индексу ФАО, предыдущая волна была в 2008 году, накануне, соответственно, мирового финансово-экономического кризиса. Тогда вот и была, скажем, в Египте как раз уже была первая волна, соответственно, протестов. И, скажем, 6 апреля 2008 года началась забастовка этих рабочих в фабрике Аль-Махаль Аль-Кубра, соответственно, протестовавших как раз прежде всего против падения уровня жизни. И тогда же как раз в Фейсбуке была создана группа 6 апреля, группа молодежи 6 апреля, которая вроде была создана вроде для поддержки этих бастующих рабочих. Была впервые опробована самоорганизация через Facebook, при этом, что характерно, после того, как цены на продовольствие в результате начала мирового экономического кризиса обвалились, волна протестов пошла на спад, но как раз, между прочим, уже была создана инфраструктура. То есть, вот именно во время первой волны была создана инфраструктура взаимодействия молодежи через Facebook, которая показала свою крайнюю эффективность и вот во время этой новой волны. Что действительно эти новые технологии, Фейсбуки, Твиттеры, СМСки и так далее, так сильно повлияли на ситуацию? Такое впечатление, что да. Эта информация такая, правда, это... Ладно, не буду говорить, но издавать достаточно. Нет, уж начали говорить, Андрей Витальевич, будьте любезны. Нет, просто человек писать. Это посол Египта просто в России, как раз он там недавно выступал, приводил эту информацию. Действительно, она интересная, надеюсь, что я его не представляю, то есть, наверное, готов бы и тут бы это рассказать бы. Действительно выглядит исключительно правдоподобно, что вот организаторы выступления 25 января в Каире, группа в Фейсбуке, в принципе, рассчитывали, что там будет где-то 1500-2000 человек, то есть, реально, что-то типа флешмоба планировалось организовать, то есть, в общем-то, они сами ошиблись в оценке числа потенциальных участников реально 2 порядка. То есть, пришло где-то в 100 раз больше человек, чем сами же организаторы этого мероприятия предполагали. Здесь действительно мы имеем дело с чем-то типа самоорганизации, то есть, когда... Страшная ссылка, представляешь, Facebook. То есть, пытаешься флешмоб организовать? Нет, я могу сказать, что я сам получил предложение идти, то есть, приглашение через Facebook идти. Видимо, просто была абсолютно спамовая рассылка, рассылалась. Но у меня какие-то египетские знакомые есть, видимо, поэтому я как-то уже я тоже попал в эту сеть рассылки. Но, видимо, рассылались просто, многим миллионам человек, но, видимо, все-таки не ждали, что эффект будет именно такой. А роль общеарабских медиа? Аль-Джазиры, Аль-Арабии. Абсолютно колоссальная. Нет, это все-таки тоже, на мой взгляд, объясняет, потому что здесь что у нас интересно. Это вторая волна акфляции, все-таки проговорить этот момент, но она, конечно, была крайне важна. По крайней мере, для Египта это однозначно, я думаю, для Йемена, на самом деле, для Туниса это все достаточно, это тоже она была очень важна, потому что если бы протесты участвовала только бы высокообразованная безработная молодежь, масштаб был бы не совсем тот, который получился. Просто к этим безработной высокообразованной молодежи присоединились многие миллионы бедных, скажем, в Египте египтян, действительно положение которых реально ухудшилось очень заметно, при этом значительное число месяцев. То есть действительно просто нужно иметь в виду, что и волна 2008 года, и волна 2010-2011 года было существенно, что рост продовольствия происходил стремительно за несколько месяцев. Были просто исследования, соответственно, египетских эконометристов, которые показали, что во время
время первой волны акфляции число египтян, живущих ниже уровня бедности, вот за несколько месяцев увеличилось на 3-4 миллиона человек. Но когда просто появляется 3-4 миллиона новых бедных людей, вот буквально за считанные число месяцев, которые прямо вот на глазах прямо опустились ниже уровня бедности, это создает действительно тоже такую дополнительную армию массового протеста. При этом здесь вот я еще раз повторю, что здесь вот сложно того же Мубарака в этом винить. То есть как раз правительство Мубарака делало все возможное, чтобы вот этот вот рост цен на продовольствие как-то смягчить через систему субсидий и тому подобное. Но, тем не менее, все-таки полностью справиться им не удалось. Но и вот это, конечно, придало... Ну, с одной стороны, был авангард застрельщиков, высокообразованная, безработная молодежь, и с другой стороны, была армия недовольных бедных людей, которые вот и все вместе и придал такой вот размах. Массовый характер. Поэтому, но, опять-таки, вот одного вот фактора акфляции явно мало, но потому что, скажем, вот по Латинской Америке, между прочим, рост цен на продовольствие по бедным слоям ударил с не меньшей силой, чем по арабскому миру. Но в Латинской Америке не было такой волны протестов. Латинская Америка, надо сказать, основательно опережает Арабский Восток по демографическому переходу. То есть в Латинской Америке уже молодежный бугор более-менее рассосался, то есть вот такого сочетания вот всплеска цен на продовольствие плюс, соответственно, молодежный бугор, вот такого вот взрывоопасного сочетания там не было. С другой стороны, конечно, вот роль медиаканалов, конечно, исключительно важна, потому что в некоторых азиатских странах, ну, тоже ситуация близкая, вот тот же самый Пакистан, ну, тоже потенциально взрывоопасная ситуация, но вот все-таки, конечно, нужно иметь в виду, что за последние 10-15 лет в арабском мире еще произошла еще и медиареволюция. То есть появились суперпрофессиональные телевизионные каналы, ну, лучше всего известна Джазира, но Аль-Арабия, кувейтский аналогичный спутниковый канал, ну, тоже абсолютно сопоставим по качеству. То есть это именно абсолютно мировой уровень. Это, ну действительно, это, собственно говоря, это, в принципе, и проэкспериментировали. Знаете, извините, их слоган, знаешь, Аль-Джазира? Очень смешно, я видел в каком-то офисе, там висит такой глаз огромный, сделанный из тысячи маленьких экранчиков телевизионных. И слоган написано: «Все смотрят CNN». А что смотрит CNN? Ну, понятен ответ, да? Аль-Джазиру, естественно. Нет, но я могу сказать, что если спрашивать вот несколько лет арабов, зачем они покупают спутниковые тарелки, ответ прежде всего смотреть Джазиру. То есть, ну, вот это вот именно момент какой, ну, что именно в странах типа там Туниса и Египта, где вот все-таки государственные средства массовой информации находятся все-таки под жестким государственным контролем, появление такого вот свободного источника информации и у суперпрофессионального, конечно, имело совершенно огромное... Здесь двойная вещь. Мне кажется, с одной стороны, медиареволюция как появление региональных лидеров высококлассных и профессиональных масс-медийных, вот типа Аль-Джазира или Арабия, и другая ее сторона – это когда трансляторами в этой медиа оказываются любые люди, да, потому что Аль-Джазира принимает любой, ну, как приходишь с сотового телефона, и поэтому любая информация становится доступной, ей легко, и через эти большие медиа, не только через Фейсбуке, легко обмениваются. Но я просто еще видел трансляции. Трансляции были абсолютно блестящие, классные, но и действительно, когда на твоем родном языке ты все это видишь, ты это слышишь, кстати, довольно забавно, что такой вот главный лозунг этих арабских революций «Ашаб юрид искатан низам», «Ашаб юрид искат ан-низам», «Ашаб юрид искат ан-низам». Но у меня он до сих пор так в голове стоит, кстати, на литературном языке. Довольно было даже понятно во всех странах арабского мира. И он, по-моему, даже немножечко нелопишный. Просто вот когда его несколько раз слышите, значит, народ хочет падения режима. Ну-ка еще раз по-арабски. «Ашаб юрид искат ан-низам». Любого. «Ашаб юрид искат ан-низам». Всегда. Всегда. В любом месте. Ну да. То есть, ну, по-моему, еще какой-то, я говорю, что хочется вот пойти вот и вот свергать. Ну, потому что... Сдерживайтесь, Андрей Витальевич, классно. Очень надо сдержаться. Нет, конечно, Тахрир, конечно, тоже имел класс, потому что все-таки действительно это именно высокообразованные молодежь, какие-то удовлетворенные лица, и так вот с душой это скандируют, ну, просто вот заводят. И мне кажется, что все-таки то, что это именно рвануло так по арабскому миру, тогда все-таки за пределами арабского мира такого эффекта не имел. Даже чтобы еще на твоем родном языке вот это вот скандировалось. Народ хочет падения режима. Ну да. Всегда, везде, всегда, везде. Давай сейчас на неделю прервемся, а потом снова встретимся в этой студии с Андреем Витальевичем Каратаевым, доктором исторических наук, заведующим кафедрой современного Востока РГГУ, ведущим научным сотрудником Института Востоковедения и Института Африки РАН. Вели программу Борис Долгий, Дмитрий Искович, Анатолий Кузичев. И что, ты хотел, чтобы еще раз покричали тебе? Ну, до Емена у нас, кстати, не дошло. Еще раз. Скажите, сложно. Не скажите. Ашаб
Ашаб, юрид, искат ан-низам. Ашаб, юрид, искат ан-низам. Спасибо. Наука 2.0.